Привет, ARMY. Позвольте мне спросить вас кое-что. Не как фанат, не как зритель, а как человек. Вы действительно, по-настоящему, знаете кумира, которому поклоняетесь? Или вы просто видите маску? Маску, отполированную до совершенства, так тщательно созданную развлекательной машиной, которая никогда не спит? Потому что иногда то, что мы называем совершенством, вовсе нереально. Это инженерия, программа, производство. И сегодня вечером мы поговорим о том, о чем многие боятся даже шепнуть. Признание. Трещина в стене. Голос изнутри самой системы. Пак Джун, генеральный директор. Имя, редко фигурирующее в скандалах. Человек, известный своим молчанием, а не противоречиями. И все же он сделал шаг вперед. И то, что он раскрыл, не просто шокировало фанатов. Это грозило пошатнуть сами основы империи HYBE. За сверкающими сценами, за оглушительными аплодисментами, за легендарной химией Чингука и Тэхёна может скрываться нечто гораздо более сложное, гораздо более болезненное, чем кто-либо из нас мог себе представить. Прежде чем мы углубимся в эту тему, оставьте свои мысли ниже. Потому что эта история не просто об айдолах. Она о правде. Вы когда-нибудь просыпались посреди ночи с этим странным чувством, что все, во что вы верили, могло быть иллюзией? Что смех, который вы видели на экране, объятия, зрительный контакт, непринужденная близость были не такими естественными, как казались? А что если эти моменты не были спонтанными? Что если они были спланированы? Рассчитаны? Запланированы? Годами штаб-квартира HYBE в Йонсоне возвышалась, как крепость. Стеклянные стены. Стальная конструкция. Чистота. Современность. Неприступность. Снаружи она выглядит как фабрика грез. Но, по словам генерального директора Пак Джуна, внутри этих стен были скрыты секреты глубже, чем кто-либо предполагал. И однажды ночью все изменилось. Все началось не с пресс-конференции. Не было вспышек фотокамер. Не было медийной истерии. Не было официальных заявлений. Просто холодная ночь в Сеуле. Тяжелый воздух. Необычно тихий город. И в укромном месте, вдали от папарацци, генеральный директор Пак Джун сел. Его глаза усталые. Голос спокойный, но твердый. Как у человека, который слишком долго нес бремя. И, наконец, больше не мог его выносить. Почему такой человек, как он, пошел на этот риск? Почему состоявшийся актер с репутацией, карьерой и влиянием вдруг бросил вызов одной из крупнейших развлекательных компаний мира? Люди не делают этого без причины. Без страха. Без правды. Публика всегда видела Чингука и Тэхёна как столпов глобального феномена. Их химия легендарная. Их дружба культовая. Фанаты давали им прозвища. Моменты становились вирусными. Каждый взгляд превращался в теорию. Каждое взаимодействие становилось контентом. Все казалось реальным. Слишком реальным, чтобы быть фальшивым. Но генеральный директор Джун сказал нечто пугающее. Он сказал, то, что мы видим, это лишь верхушка айсберга. В основе всего этого лежит система. Система, созданная не только для управления расписанием, но и для управления эмоциями. Не только эмоциями зрителей, но и самих артистов. Подумайте об этом. Не просто контролировать то, что они делают, но и то, что они чувствуют. По его признанию, каждое взаимодействие между Чингуком и Тэхёном отслеживалось. Каждый жест анализировался. Каждое слово фильтровалось. Были созданы специальные команды, чтобы убедиться, что их динамика
оставалось в рамках коммерчески привлекательного сюжета. Если они слишком сближались, корректировали. Если казались отстраненными, разыгрывали моменты. Если возникало напряжение, переписывали историю. Ничего не оставлялось на волю случая. Ничего органичного. Даже у дружбы были правила. Даже у привязанности были пределы. А потом наступила самая болезненная часть. Он говорил не как руководитель. Он говорил не как информатор. Он говорил как старший брат. Человек, который наблюдал, как двое младших братьев постепенно теряют свет в глазах. Он описывал ночи, после того, как камеры выключались, когда Чингук и Тэхён тихо сидели в разных углах комнаты. Ни смеха, ни энергии. Только тишина. Тяжелая тишина. Такая, какая бывает, когда человек истощен не физически, а эмоционально. Две мировые суперзвезды. В ловушке. Внутри золотой клетки, которую они построили собственным потом. Своими собственными слезами. «Внутренние документы», — сказал он, — диктовали все. Как долго они могли общаться перед камерой. Как им следует говорить. Как им следует вести себя на публике. Даже физический контакт. Регулировался. Измерялся. Оптимизировался алгоритмами. Не людьми. Алгоритмами. Задумайтесь над этим. Дружба сведена к данным. Чингук, несущий на себе ожидания, как золотой Макне. Идеальный голос. Идеальный образ. Идеальное поведение. Но внутри молодой человек, который просто хотел дышать. Который просто хотел быть обычным. Который хотел свободы быть хрупким. Тем временем Тэхён – художник в душе. Эмоциональный. Экспрессивный. Творческий. Медленно задыхающийся под правилами, призванными защитить инвесторов, а не людей. А затем генеральный директор Джун раскрыл нечто еще более мрачное. Комнату управления эмоциями. Это не метафора. Это реальность. Подразделение, следящее за психическим здоровьем не для лечения, а для поддержания продуктивности. Не все ли с ними в порядке, а работают ли они? Достаточно работоспособны, чтобы выполнять свои обязанности. Достаточно работоспособны. Продавать. Достаточно функционально, чтобы улыбаться. Он утверждал, что у него есть сообщения. Записи. Доказательства. Доказывающие, как Чингука и Тэхёна иногда намеренно разлучали. А иногда внезапно сталкивали вместе. Не ради их благополучия, а ради контента. Моментов. Клипов. Фан-сервиса. Кликбейта. Искусственно созданных эмоций. Упаковано. Загружено. Монетизировано. В этот момент это перестало быть сплетнями о знаменитостях. Это стало чем-то другим. Расследованием. Механизма самой к поп-индустрии. Сколько контроля? Это слишком много? В какой момент управление превращается в собственность? А когда собственность превращается в заключение? Был один момент, он сказал, что никогда его не забудет. За кулисами крупной церемонии награждения. Напряжение зашкаливает. Голоса повышаются. Охрана вмешивается. На секунду это почти переросло в драку. Он увидел страх в глазах Чингука. И что-то еще в глазах Тэхёна. Гнев. Сдержанный. Подавленный. Именно тогда он понял, молчание больше не вариант. Потому что за всем этим стояли деньги. Триллионы вон. Контракты. Акции. Инвестиции.
Если бы правда всплыла наружу, идеальный образ треснул бы. А когда трескается совершенство, рынки паникуют. Поэтому они контролировали все. Даже спонтанность. Психологи разрабатывали естественный фан-сервис. Отрепетированные объятия. Заготовленные шутки. Запланированный зрительный контакт. Моменты, которые казались случайными, но были отрепетированы 10 раз. Но потом что-то изменилось. Чингук и Тэхён начали сопротивляться. Тихо. Небольшие отказы. Тонкая дистанция. Молчаливый бунт. И руководство запаниковало. Потому что поведение можно контролировать. Но человеческое сердце полностью контролировать нельзя. Последовали юридические угрозы. Контракты ужесточались. Давление усиливалось. Кампания по дискредитации любого, кто говорил. Включая самого генерального директора Джуна. Но его голос не дрожал. Потому что для него дело было не в скандале. Дело было в человечестве. Он попросил о чем-то простом, но разрушительном. Если любовь, если дружба должна регулироваться контрактом, тогда что же остается от нашей человечности? Он описал, как они иногда общались с помощью крошечных жестов, понятных только им двоим. Личные сигналы. Безмолвный язык. Маленькие фрагменты личного пространства в мире, который следил за каждым их вздохом. Не кумиры. Не бренды. Просто два молодых человека, пытавшиеся защитить что-то настоящее. А затем его самое взрывоопасное заявление. Запись. Экстренное совещание. Где обсуждалось их будущее, как активы. Как собственность. Не люди. Если это правда, это будет не просто неэтично. Это может быть преступлением. На международном уровне. К этому моменту ущерб был нанесен. Ящик Пандоры открылся. И как только правда начинает просачиваться, это не прекращается. Потому что история, которую нам продавали годами, может быть всего лишь красиво сфабрикованной сказкой. А настоящая история – запутанная, болезненная, человеческая. Итак, я снова спрашиваю вас. Когда вы смотрите на их улыбки, их смех, их моменты, что вы на самом деле видите? Радость. Или выживание. Свободу. Или игра. Связь. Или контроль. Возможно, самое страшное не в том, что кумиры страдают. Возможно, самое страшное в том, что система заставила нас поверить, что все в порядке. Что все идеально. Что ничего не так. Потому что совершенство – самая легкая ложь для продажи. И где-то сегодня вечером, за яркими сценами, за кричащими толпами, за роскошью и славой, два человека, возможно, все еще тихо сидят в углу, просто желая дышать. Это не конец истории. Это только начало вопросов. И, возможно, впервые мы наконец готовы их задать.